Эта история произошла с бабушкой по имени Надежда. Она проживала в деревне, окруженной зелеными полями и густыми лесами. Бабушка была одинока, без мужа и детей, но несмотря на это, она находила свое счастье в простых радостях жизни. Одно из ее самых любимых занятий были прогулки по лесу. Каждый день Надежда отправлялась на свою прогулку, наслаждаясь природой, свежим воздухом и пением птиц. Лес был ее убежищем, местом, где она находила покой и внутренний комфорт. Однажды, на очередной прогулке, когда бабушка уже собиралась возвращаться домой, она заметила нечто ужасное. Глубоко в лесу, в укромном месте, лежал гроб. Сердце Надежды забилось сильнее, а в ее голове мелькнули самые страшные мысли. Она подошла ближе и с трепетом открыла крышку гроба. Что она увидела, потрясло ее до глубины души. Внутри гроба лежали маленькие щенки, 3 щенка были мертвы, но один щенок до сих пор подавал признаки жизни, жалобно визжа и дрожа от холода. Надежда испугалась, но в ее сердце зародилась сила и желание помочь этому беззащитному созданию. Она поняла, что не может оставить их без помощи. Слезы текли по ее щекам, и она решила, что спасет хотя бы одного щенка. Бабушка сразу же позвонила в полицию, рассказала им о том, что обнаружила в лесу. Они обещали прийти на место и разобраться в этом ужасном деле. Но Надежда не могла ждать, она не могла позволить этому щенку продолжать мучиться. Она осторожно подняла его из гроба и обняла его теплыми руками. Щенок был слабым и истощенным, но его глаза были полны надежды и благодарности. Бабушка поняла, что это было начало чего-то особенного, что судьба свела их вместе. С тех пор щенок стал самым верным и преданным другом для бабушки. Она назвала его малыш, и щенок стал ее источником радости и счастья. Они проводили много времени вместе, гуляли по полям и лесу, весело играли и делали друг друга счастливыми. Надежда должна была потратить много усилий, чтобы восстановить здоровье малыша. Она кормила его, лечила и дарила ему всю свою любовь. Благодаря ее заботе и преданности, малыш быстро пришел в себя и стал жизнерадостным и здоровым щенком. Со временем малыш и Надежда стали неразлучными друзьями и компаньонами. Они проводили множество прекрасных моментов вместе, деля друг с другом радость и горе, поддерживая и утешая друг друга. Надежда больше не была одинока. Малыш заполнил ее жизнь радостью и любовью. Она придумывала для него игры, гладила его мягкую шерстку и говорила ему о своих мечтах и планах. Малыш всегда слушал ее внимательно, словно понимая каждое слово. Жители деревни, узнав о том, что произошло с Надеждой и малышом, были поражены и восхищены ее силой и добротой. Они уважали и любили бабушку за ее заботу о животных и неустанную борьбу за справедливость. История Надежды и малыша стала примером для других людей. Она показала, что сила воли и доброта могут изменить жизнь и преодолеть самые трудные испытания. Бабушка Надежда и малыш стали символом надежды и любви для всех, кто слышал их историю. Так бабушка Надежда и щенок-малыш нашли друг друга в самый неподходящий момент, но их встреча привнесла в их жизни радость, любовь и надежду. Они доказали, что одиночество может быть преодолено, если есть вера в доброту и силу любви. И они жили долго и счастливо вместе, тепло и радость наполняли их сердца до самого конца. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.